Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Мы приехали на дачу. Сегодня очень тепло. Сегодня где-то в районе 3 градусов тепла, может быть 2. Вот снег начал таять, который выпал опять. И мы на даче решили шашлычка поесть, раз тепло, все выходные. Сын даже с нами поехал. Валь, ты тут поаккуратнее. Одно неловкое движение, и ты в Ютубе. 1 миллион просмотров. Ну ясно тут. Мне тут не рады. Решили открыть сезон. В этом году мы еще шашлыков не ели. Так что у нас с почином, как говорится, будет. Ну, тем более сейчас неделя идет масленичная. Можно все, что хочешь. Тресси ходит. Сын мой не хочет, чтобы его снимали, поэтому я вот так вот шапочку ему дала, где можно прикрыться. Столик протерла, чтобы можно было выкладывать шашлыки, что-то поставить, потому что за зиму там, конечно, грязи накопилось на этом столе. Пыль, грязь, листья. И пока мужчины занимаются костром, я решила, мангалом, а не костром, я решила, что я хочу посадить редиску. Я обычно так и сажаю последние годы, вот когда еще снег лежит в начале марта, в теплицу, потому что, там потеплее в любом случае будет. Жду на этих грядках, кстати, которые показала ирисы. Я в прошлом году от сестры привезла из Брянска. Теплица моя. Здесь уже, конечно, земля растаяла, но она только сверху растаяла. Я так поскребла ее. Там где-то, сантиметров 10 верхних оттаянной земли. Сорняки уже полезли по этой оттаянной земле. Видите? А я делаю бороздку, чтобы вот редиску туда посеять. Я буду 2 вида редиски сеять. Видите, вот здесь уже прям дальше, прямо каменная земля внизу, но она быстро растает. Поэтому я решила уже, что посажу. У меня 2 вида. Красный великан и еще один, вот жара. У меня очень многие редиски часто уходят в цвет. Один стебель наращивают. А красный великан ни разу не наращивал стебель у меня. В основном идет в редиску. Но он более, дольше растет. Более поздний сорт. И на нем почему-то написано, что сажать в конце июля. Но я решила, что попробую. Я в прошлом году, у меня одно семечко случайно затесалось, и она нормально выросла и весной. Не обязательно в конце июля сажать. Эксперимент. Как всегда, я люблю эксперименты. Вот так вот накрыла после того, как посадила пленкой. Мне надо еще кусок пленки, я не до конца грядку накрыла. Тут еще немножечко, прям метр, а то и меньше, не накрытый. Если я вспомню потом, то я накрою. Тресси около меня кружится, потому что ей интересно, чем я занимаюсь, почему я не около мяса, а здесь, в теплицах. Я как раз удачно посадила, потому что мне не надо поливать. Сами видите, снега мало, воды еще в пруду нету, там еще лед. И где особо тащить с собой только воду, скважину мы еще не включаем. Поэтому посадила, вот пока земля влажная. И слава богу. А здесь вот мне, помните, я показывала, накрывали клубнику картоном. Теперь надо ждать, когда он высохнет, чтобы просто убрать его. Потому что мокрый его не уберешь, он будет рваться. В мангале уже бревна, дрова, а не щепки. У меня еще одно дело. Мы тут зимой пилили деревья. Горит хорошо. И я хочу вот эти вот спилы, пока не началось сокодвижение у деревьев, я хочу их садовым варом залепить. Все спилы. Где достану я, а там потом на помощь позову своих высоких мужчин. У меня у мужа 1,90 м, у сына почти столько же. Вот так вот я прямо залепляю. Я не знаю, я правильно это делаю или неправильно, но по-другому я все равно не придумала, как это делать. Залепляю, да и все. Если что, подлеплю, где маловато. Я не знаю, какой слой садового вара нужен. Напишите в комментариях, кто понимает в этом. Может быть, мне надо будет долепить туда, чтобы эти срезы закрыть. Видите, спилы все свежие, потому что мы спиливали буквально в феврале, потому что сугробов не было, можно было легко подойти к деревьям. И я вот мужа попросила спилить.
Ну, он как смог, спилил, конечно. Кое-где я бы по-другому пилила, но я туда не полезла. Пока я ходила, лепила, уже первая порция шашлыка готова. Все уже поели. И муж мой решил, что давно у него спина не болела. Решил почистить пруд от снега. Охота пуще неволи. Решил достать коньки, тем более мы с сыном сегодня. Сосед вот осинник весь срубил, пока лед, потому что потом сюда не подойдешь по воде. А провода над нами прямо тут идут, поэтому, чтобы уже не росли высокие деревья, нужно. Это между теплицами, смотрите, что творится. Уже снег растаял. Вот коньки уже он притарабанил сюда, но я еще принесла стульчик пластиковый, чтобы им хоть было где садиться, чтобы переобуваться. И вот уже, видите, вот, ну не стульчик, табуреточка такая. У мужа с сыном одинаковый размер ноги, и коньки только одни у них на двоих, поэтому они будут кататься по очереди, но будут заодно успевать отдохнуть. Я вообще не буду кататься, хотя у меня коньки очень красивые, такие сиреневые, с белыми звездочками, Ты не боишься, что раньше фигурные, но я уже 100 лет не дойдёшь? каталась и не хочу. Нет, я хочу, но у меня тазобедренные суставы так в последнее время болят. Уже все-таки, ну, как бы, молодость давно прошла. Поэтому я не хочу рисковать лишний раз, нагружать свой организм. Ну, Трейси, как всегда, где движуха, там и Трейси. Ей, конечно, с нами интересно, когда что-то необычное происходит. Ну что, уже можно кататься вам? Да, вот он уже сколько расчистил. Надевай. Только смотри, там Трейска в прошлый раз, когда Олег начал кататься, она прямо радовалась очень. Прыгала вокруг, можно лапы ей порезать. Ну, то есть не нужно этого делать. Трейска, иди-ка пока к папе. Где папа? Помогай, иди ему. Ну, что сказать, уверенных пользователей здесь нет. Мне, если честно, самой хочется, но я тоже неуверенный пользователь. Я лицо не снимаю. Я знаю, что ты не любишь. Я говорю, я только со спины, когда поворачиваешься, не снимаю. А еще мою прическу показываешь всем, Нет, да? нет, не видно твоей прически. Осторожнее. Ну вот, смена караула, то есть коньков. Теперь муж решил кататься. О, ты поувереннее, чем Валя. Еще покатается каждую неделю. Чего? Он один раз только покатался пару недель назад. А я 4 года назад. А я по поводу теперь назад. Ой, я бы не рисковала. Так и на шпагат можно Не, надо сесть. чуть-чуть поближе. Да я бы тоже понял, как назад, но тут просто как бы... Ага, понять понял, но мастерства не хватило. Он, Валера, тебя тоже снимает на телефон. Давай я тоже начну снимать. Не, Валер, не упаду. Не, я смотрю, что это, как это называется, на нашем, как бы, озере и соревнования. Да, круговые. Ну, он действительно увереннее стоит на коньках, чем в прошлый раз, когда пробовал первый раз кататься. Молодец. Да, Валя, папа тебе мастер-класс показал. Ой, да ладно. Муж так спешил кататься на коньках, что вот так вот снял шашлыки, поставил и побежал. И говорит, иди посмотри, там шашлыки, я их снял, надо выложить в миску. У нас сегодня мы и всякие, ну не всякие, и мясо, да, газировки купили, и немножечко купили вот эти вот песочные полоски, но в результате так их принесли домой. Но мясо наелись, конечно, от души. Мы уже собираемся, уже вечер. День заканчивается. Прекрасный день был. Нагулялись, накатались на коньках, Треська набегалась. Все вот эти вот садовым варом залепили срезы на яблонях, сливах. Ну, все прекрасно. И погода не подкачала.
Тресси устала, набегалась вместе с нами тут, с нашей движухой. Если вам интересно было смотреть это видео, ставьте лайк, конечно же, пишите комментарии, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.